Всем привет! Я представляю вам новый формат видеоконтента. Мы поговорим об осложнениях, неудачных пластических операциях, а также о результатах, которые обсуждают в сети. Я не буду оценивать работу и результаты других хирургов. Я не буду называть имена и фамилии докторов, названия клиник. Я буду обсуждать, рассказывать, показывать те результаты, которые я увидел в интернете, те результаты, которые вы можете прислать мне на обсуждение. В некоторых выпусках вы увидите мои результаты, там будет моя фамилия. Девушки недовольны моими операциями. И я расскажу, а что же все-таки не так? Можно ли исправить, почему не исправил, почему не переделал. И я уверен, вам очень понравятся эти выпуски. Итак, результат подтяжки груди. Автор неизвестен, клиника неизвестна, фамилия клиентки неизвестна. Что мы здесь видим, чем клиентка недовольна? Клиентка недовольна вот этими точками. Почему такое случилось в данном случае? Скорее всего, это реакция на нитку. То есть вот это вот место, это место, где была нитка. То есть нитка, она отторглась, она ушла, и на ее месте остался вот такой вот небольшой кратер. Также бывает спустя время, когда нитка рассасывается, она лопается, ну как киста, как прыщ. И клиенты часто воспринимают это как нагноение, как гной. Вот эти вот все точки, это места, где были глубокие нитки. Глубоко мы не можем склеить рану, глубоко мы только зашиваем. Поэтому это реакция на нитку. И, кстати, хочу сказать, что у светлокожих девушек очень часто краснеют швы после операции. Как с этим бороться? В первую очередь нужно дождаться, чтобы прошли покраснения. Нужна соответствующая терапия, уже все-таки обращайтесь к своему доктору, чтобы он назначил, возможно, антибиотикотерапию, мази, специальные тейпы, пластыри. Как только вот это покраснение сойдет, если останутся следы, можно перешить рану. Осложнение ли это? Нет. Это реабилитационный момент, с которым можно справиться, и иногда такое случается. Так, поехали, следующий вариант. Итак, результат ринопластики, вот такую прислали фотографию. Ну, во-первых, если это фотография до, а это после, в принципе, неплохо, потому что нос был кривой, стал прямой. Ну, может быть разные ракурсы, и эти две фотографии это после или до. Но больше людей беспокоят вот эти нижние фотографии. Это след на коже. Что это такое? Это реакция кожи на фиксатор. Бывали, ну не знаю, наверное и сейчас бывают иногда такие случаи, когда сильно-сильно-сильно зажимается нос фиксатором или гипсом, нарушается кровоснабжение в надкончиковом изломе, и возникает вот такая реакция кожи. То есть это реакция уже послеоперационная. Это реакция вот на то, как был упакован нос после операции. Что нужно делать в данном случае? Это консультация дерматолога, назначение соответствующих препаратов дерматологических и потом аппаратная косметология, шлифовки. Возможно, потом также перманентный татуаж в этой зоне, потому что она по цвету немного будет отличаться. Опять-таки, те случаи, которые я видел в своей практике, они были у пациентов с очень пористой и жирной кожей. То есть такая кожа, она потеет под фиксатором, преет, присоединяется микрофлора и вот такая вот воспалительная реакция. У пациентов с тонкой, хорошего качества кожей я не видел таких результатов. Спасибо большое, что прислали эту фотографию. Объясню, расскажу. Вот это пример отторжения грудного импланта.
Это тот случай, когда имплант нужно достать. Здесь ничего не поможет. Бывает так, что хирурги пытаются стянуть, зашить, но ни к чему хорошему это не приводит. Мы видим мацерированные ткани вокруг, красные, видите, даже уже такие неживые, серые, пошел некроз, омертвление тканей. Мы видим, как выглядывает из окошка, машет всем привет имплантик. Он хочет уйти. Не нравится ему, он хочет как колобок убежать. Не мешайте ему в этом. Почему такое могло произойти? Те случаи, которые я видел в своей практике, у меня тут, слава богу, такого не было. Зачастую это все было, когда ставят слишком большой имплант. То есть вот этот объем импланта, он дает настолько большое натяжение внутри, он просто не помещается, начинает давить на этот шов, шов не стягивается, плюс наружная флора, нагноение, воспаление, капсула не образуется и имплант выплевывается организм. То есть организм выталкивает имплант наружу. Он говорит, я его не хочу, заберите его. Достаньте имплант, пролечитесь, когда все восстановится, потом снова установите имплант. Итак, результат после увеличения носа. Мало кто знает, но нос даже увеличивает, не только уменьшает, но и увеличивает. Можно увеличить гиалуроновой кислотой, но не сильно. А в Азии очень популярны операции, когда с помощью имплантов увеличивают спинку носа. У азиатов спинка носа провалена, они хотят выше, хотя бы для того, чтобы очки было удобнее носить. И бывает вот такая реакция, это отторжение импланта. Поверьте мне, чем тоньше кожа вот в этих местах, тем больше риск того, что этот материал будет отторгаться. Поэтому такие случаи, они случаются. Что нужно делать в таком случае? Достать имплант. Просто достать, антибиотикотерапия. Дожидаемся, когда вся эта воспалительная реакция пройдет, уйдет, и тогда уже принимать решение. Но уже без импланта. Если уже имплант отторгся, лучше повторно имплант не ставить. Недовольство клиентки хорошо видно на этой фотографии. Она описывает, говорит, что когда сокращает руки в определенных положениях, у нее есть вот такие вот втяжения. И отдельно контурирует грудь, и отдельно контурирует имплант. Почему так произошло? И можно ли это исправить? Скажу сразу же, что пациентка от моих услуг отказалась, хотя они были абсолютно бесплатны. Также скажу, что эта клиентка участвовала в одном из моих конкурсов, благодаря чему за саму операцию она заплатила порядка $200. Она оплатила импланты, оплатила наркоз. Что хотела клиентка? Она хотела подтянуть грудь без наружных разрезов. Тогда я был более юн, менее опытен и пошел на поводу у клиентки. И старался потянуть грудь внутренними швами на импланте, не прибегая к наружным разрезам. Также клиентка хотела определенный размер груди, именно данный размер, объем импланта, и я тоже пошел на поводу у клиентки. Вот у нас контурирует имплант. И на импланте контурирует железа. Еще один ракурс моей недовольной клиентки. Почему она получает вот этот скачок, вот этот трамплин. Мы видим четко имплант на своем месте, даже волн нету, все хорошо, все красиво. Вот эту полоску, вот эту ступеньку клиентка получает, когда сокращает грудь. Вот я сейчас сижу, видите, сокращаю грудь. То есть она поджимается на импланте. То есть стоит имплант, и сверху на импланте поджимается железа. И здесь тоже видно, вот она сокращает грудную мышцу. И в момент сокращения грудной мышцы делает фотографию. Потому что в расслабленном состоянии этой ступеньки практически не видно. Как это исправить? Два варианта. Первый – замена импланта на меньший. Если мы устанавливаем
меньше имплант, уходит ступенька, но межгрудное расстояние остается широким. И особо ничего не поменяется после увеличения груди. То есть в таком случае, в принципе, можно изначально даже операцию не делать. Поэтому я предложил ей второй вариант. Это сделать подтяжку, распластать железу на импланте и лишний объем вот здесь стянуть вертикальным якорным швом. Клиентка от таких услуг отказалась и выражает свое недовольство результатом. Опять-таки повторюсь, коррекция возможна. Есть два пути решения данного вопроса. Реабилитация быстрая, следов не будет, и вы можете видеть результаты моих подтяжек. Шва не видно. Да, это тоненькая полосочка белая, но ее не видно. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, лайк, пишите в комментариях, что понравилось, что нет. Жду от вас отзывы, жду фотографии, жду ссылки.